Друзья, здравствуйте! Цель этого видео – дать вам общее представление и краткое о том, что такое блокчейн. Должен вам сказать, что повествование будет совсем необычным. Поехали. Представьте, что вы видите себя в зеркале. Так вот, что вы видите? Кто это напротив? Чем он хорош или плох? Чем отличается и выделяется? И самое главное, что в нем, в этом существе замечательного? Задайтесь этим вопросом. Ну и вы удивитесь, в нем все уникально и необыкновенно. Это просто чудо. Каждый из нас уникальное творение природы Земли и Вселенной. Когда-то, очень-очень давно, на Земле из животного мира были только белки. Их и жизнью-то в нашем понимании нельзя назвать. Но они были уже разные. Тут я бы провел аналогию с интернетом на его начальном этапе. Затем несколько белков объединились и создали РНК или ДНК, что-то вот такое подобное. И вот тут уже в нашем понимании родилась жизнь в этом во всем, как говорят, бульоне. Блокчейн в интернете и есть ДНК. Биткоин дал идею уникальности в интернете. Но видите, сама уникальность, чтобы выжить, должна иметь лапы, какие-то рот, глаза. Так вот, первыми это сделали простейшие. У них это появилось, получилось, и, в общем-то, они на самом деле-то очень-очень это все развили. Они научились общаться с друг другом. Стали обмениваться информацией, ресурсами. Да они даже научились встраивать чужие ДНК и РНК в собственный организм. Ничего не напоминает? Тут вы правы. Это похоже на протокол обмена данными в сети, обмена данными между сетями, мосты и так далее. Все это присутствует в современной сети интернета и в блокчейне. Вот смотрите, произошла дальше такая штука. В мире, где были одноклеточные, несколько уже сожительствующих одноклеточных, я не знаю, чуть посмеемся, что-нибудь там делали, в карты играли вместе, может, камень какой-то грызли вместе. Они все время проводили вместе, не разъединившись, что называется, или рядом находившись. Но вот у них произошел прорыв. Они придумали новый протокол передачи данных, когда их ДНК стали передаваться общим путем. То есть они все разом стали одним общим родителем. Так вот, в том индивидууме, которого вы видели в зеркале, огромное количество встроенных симбионтов, которые сами эволюционировали и коллективно эволюционировали. Так вы появились в этом мире. Из союза, обмена данными, коллективного взаимодействия, делегирования прав и полномочий, безусловного обмена, неотменяемого обмена и так далее. То есть то, что сейчас происходит в блокчейн, оно и напоминает взаимодействие между клетками организма. Одни сети медленные, надежные, другие быстрые, но требуют ресурсов. Мы же понимаем, что у нас большое число способов передачи данных. Химические, электрические, даже не знаю сколько, это просто несметное количество. Не пугайтесь заумных фраз про сети, блокчейн и интернет. Это делается для развития, для эволюционирования связей и взаимодействий между объектами виртуального мира. Это сложный мир, но он такой же уникальный, красивый, как и вы. В этом мы очень похожи. Будущее как раз за тем, что мы с вами сможем наблюдать развитие какого-то другого мира, во многом похожего на наш. Не пугайтесь его, заходите, изучайте. Это крайне интересно. Спасибо вам за внимание.